что мы на этот раз двинули куда? В Казань. В Казань. Короче говоря, мы уже в Аэроэкспрессе. Все предыдущие этапы я решил не снимать. Мы сидим на втором этаже комфортабельного поезда. Вот такого вот. Вот второй этаж. Вот туристы. Турист 3, турист 4. Турист 2. Турист 1. Вот. И тут вот есть еще вид на первый этаж и туалет. Мы в Казани пробудем 1,5 дня. Надеемся увидеть все по максимуму. Такие вот дела. Вперед! Ну что ж, мы добрались на Аэроэкспрессе, очень даже комфортно. И народ немного, что приятно. Очень красивый у нас нынче Аэроэкспрессы. Не правда ли? Так точно. Топаем на контроль. Сейчас будем QR-коды прикладывать к турникетам. Ну что же, вот тот самый контроль, о котором мы говорили в сетях на вход в Шереметьево с Аэроэкспресса. Мы прошли этот легкий ад на входе. Контроль, спецконтроль. И топаем в терминал Б. Терминал Б. В Шереметьево нынче красиво. Прям, я бы сказал, не в каждой европейской стране такой аэропорт есть. Вот, заходим, сами посмотрите. Класс ведь? Билеты на Аэроэкспресс. А мы уже с Аэроэкспресса приехали. Пиво, шаурма, сэндвичи, салаты. Надо? Большая зебра. Терминал Б. Вылеты. Туда. Смотрите, какой этот экран огромный. Вообще чума. Слушай, прикольно как. Я такого не видел. Пассажир Чернышов Егор оставил паспорт и документы. Но мы довольно-таки быстро прошли спецконтроль второй, что не может не радовать. А теперь идем по красивой дорожке. Какой выход-то? 109? Это круто. Ой, турист. Куда летите? Казань. Казань, брал? Да. В общем, мы не взлетаем, потому что у нас антигололедная обработка. Вот мы и прибыли снова в Казань. Покидаем самолет. -3, однако. Очень скользко. Прям очень-очень скользко. Выходим в Казань. Выход в город. Вот какой аэропорт. Аэропорт похож на наш старый Шереметьево. Тут все дублировано, все надписи дублированы на татарском языке, видимо. Ну, типа туристы. Туристы из Москвы. Как вот не работали деньги? Очень дорого стоит. Светится так по-дорогому. Тоже неплохое место. Бирхаус. Ну что ж, вот мы приехали, но нас не пускают. Сейчас будем ломиться. Дверь открыта. О! Если вдруг вы не поняли. Красные люстры какие. Здесь где двое. Даже есть лифт для инвалидов. Важная комната. Тут, видимо, завтрак. Я хотел вот эту стену показать. Ну вы пишите там это мелким почерком. Хорошо, отдыха. Спасибо вам. 211. Оба.
О, ну вот это вот, конечно, нельзя назвать большим номером. Зато кровать большая. О, это я. Смотри. О, а вот санузел мне нравится. Смотри, тут даже есть подставочка для полотенца. И такой дизайн прям. Класс. Как вам? Мне нравится. О, это опять я. Ну ладно. Я даже свет не включал, он сам включился. Интересно. Доброе утро. Ну что же, у нас сегодня прекрасное утро. Потому что мы встали, наконец-то. Наблюдаем утреннюю Казань из окна. Номерок у нас, конечно, если честно, так себе. Почему у нас номер не очень? Потому что, видимо, это совсем новый отель. И тут в номере прям так нормально пахнет краской. То есть видно, что стены покрашены недавно. И прям пахнет краской, ну, сильно-сильно. Так, а где тут свет включить так, чтобы он включился? О, чтобы не сильно моргал это. Вот, в номере у нас есть все необходимое, как я вчера показывал. И вот это самое важное для кофемана. 3 в одном. 3 в одном. Причем есть монарх, а есть жокей. На выбор. Вот. И что еще? Нет ни хрена вешалок. Это вообще неудобно. С одной стороны есть тумбочка, с другой стороны нет тумбочки. Ну, хотя бы розеток достаточное количество. В санузле вот есть вешалки, которые вот-вот отвалятся. Вот так сделаны, классно. Зеркало с подсветкой. Это прикольно. Есть фен и халаты. Халаты тоже. То есть вот набор нормальный. В душе напор никакой. То есть в душе напора практически нет. Да. Ну, понятно, что утром все моются, но... В общем, номер прикольный. Очень маленький. За свои деньги, за такие огромные деньги, которые с нас взяли за него. Это очень непонятно. Ну, то есть номер, конечно, современный, но очень маленький. Вот. Телевизор пришлось вывернуть, потому что красная точка, вот это светило, выжигало глаз. Короче, жалобы заканчиваем. Сейчас двигаем на завтрак. Завтраки здесь по времени, чтобы народ не толпился, не толкался. Сделано по времени. И завтраки заказываются по номерам. У меня завтрак номер 1, у туриста завтрак номер 7. Такие дела. Пошли завтракать. Это скрэмбл. Креветки, скрэмбл и каша с чем-то. Ну что же, вот доброе солнечное утро. Я вышел из отеля. Мы ждем наш экскурсионный автомобиль. Привет, турист. Привет. Ты что, не сидится тебе там? Свежий воздух. Здесь такой свежий воздух, что не просто свежий, а прохладный. Смотрите, вон из трубы течет вода. А дождя вроде не было. Ты же знаешь, там тает снег? Я думаю, что там тает снег. Еще ветер. Ветер, конечно, мы не очень любим. Вспоминая наше путешествие в Нижний, где мы от ветра и холода замерзли дичайше. Там было красиво, кстати, посмотреть ролик. Вот я не узнаю здесь, мы были в марте 22 года. Я здесь эти места пока не узнаю, хотя вечером я места узнавал. Вот туристы какие-то ходят. Турист, вы откуда? Я Оттуда. Тут смотри, вот снег. Тут снег лежит. Центральный рынок там. Ой, еще туристы. Вы из какой организации? конкурирующие. Мне солнце нравится. Да, не все довольны номером, как, в общем-то, и мы не очень довольны. За такие деньги такой номер предлагать просто, я считаю, бандитизм. То есть номер стоит чуть ли не 15 тысяч в сутки, а у ребят 18 на одного. Парковочное пространство в Казани. Номер парковки 120, стоимость 50 рублей в час. Оплата банковской картой. Огромный плакат парковочный. Они у Сергея Семеновича, наверное, научились, как говорится, родину любить и город. Ждем. Здрасте. Это мы. Да, потому что это новый отель какой-то. Да, ну это лишь краской пахнет в номерах. А кто был в Казани? Мы.
Мы, А, были, всё, мы да? были в марте 22 года. В марте Приезжали. 22-го года. Мгм. Мы все, Так. видите, в холодное время выбираем как. Ну, видимо, да. Видимо, Когда да. время есть, тогда и выбираем. Правильно. Все, тогда давайте сразу начнем со старой татарской слободы. Потом едем через историческую часть города, через площадь Свободы, университет, площадь Свободы, Казанский собор. Потому что вот именно завтра большие мероприятия. Сколько вы дней будете в Казани? Сегодня и завтра полдня. Завтра еще Вечером будете, да? улетаем. Завтра будет. И это как раз возможность будет поучаствовать в крестном ходе. Мы с вами сейчас едем по той части города, которая исторически с середины 16 века называлась Старо-Татарской Слободой. И это место компактного поселения татар, начиная с середины 16 века. События 1552 года, октябрь 1552 года, когда после двух неудачных походов третий поход завершается завоеванием Казанского ханства. Как государство оно прекращает свое существование, и все вот эти земли присоединяются к русскому московскому княжеству. Вот посмотрите, с правой стороны написано «Иске татар бистесе», Старо-Татарская слобода. О, я вспоминаю что-то такое. Мы здесь вроде бывали. Эти дома прямо они из тех времен стоят? Да. Вот такие? Вот это первый этаж, кирпичный, верхняя часть. Восточный стиль, ковры, подушки. Татары пьют чай. Традиционно на столе сухофрукты, когда пьют чай. Это говорит о том, что у нас всегда исторически была связь со странами Востока. Мы в 2005 году отметили миллениум Казани. Ты уже смотришь на кафе? До принятия ислама вероисповедание было тенгрианство. Слышали такое слово? Нет. Тенгре, мужской образ, это одна из ветвей язычества. Например, если вы поедете в Саха-Якутию, зададите вопрос, они скажут, мы тенгрианцы. Они до сих пор остаются тенгрианцами. Преклоняйтесь символам природы. Чак-чак. Казань брал? Брал. Все. Магазинчик. Хотите чай с чак-чаком? Да, хотим. Тогда 4 чая, пожалуйста. Женский головной убор называется колфак. От слова колпак. Болгар это 200 километров от Казани, на левом берегу Волги. С 2014 года это объект ЮНЕСКО. Ну, вот воспользуемся тем, что здесь тепло. Покажу вам дракончика. Герб Казани. Ты спрашивал. С 1781 года у Казани Екатерины II на гербе Казани появляется огнедышащий крылатый дракон Зеланд. Мы около дома, около мечети Марджани. Теперь мы стоим у памятника. Его установили к 200-летию в 2018 году. Вот здание IT-парк с правой стороны. В 2022 году построили здание IT-парка Башира Рамеева. Здесь мы были. Смотрите, делают эчпочмак, треугольничек, да, мясной пирожочек. Кубиками нарезается картошка, говядина, соль, перец, лук. И запекается. Эчпочмак говядина. Чернослив, изюм, это все подается. А H это 3, да? Эч? 3. Почмак. Как у нас H по-турецки 3. Да, по-турецки уч. Вы по-турецки говорите? И little bit. Little bit. O zaman Türkçe konuşabiliriz. Türkçe yaparız. Турчам и идеи. Я хотела бы рассказать про наш национальный праздник Сабантуй. Вы его немножко ассоциируете, наверное, с таким междусобойчиком. Да. А это Сабан, насадка на плуг, туй праздник, праздник плуга. Заканчивается посевная, весенние полевые работы. Есть время пригласить родственников и друзей и провести Сабантуй. Иди по 3 барашка. То есть вот это озеро, вот посмотрите, как раз сидит Батыр, Шурале с натертым рогом, да? И это вот такая уже композиция, очень популярна для фотосессии. У ректора
И вот по улице Лобачевского, спустившись вниз, проезжаем Черное озеро. Парк Черное озеро. С левой стороны первый городской парк, который появляется в Казани. Арка влюбленных. Если пара встала в оба конца и прошептала самые заветные друг для друга слова, только они могли эти слова и услышать. То есть структура арки подразумевает, что вот этот шепоток и проходит. О, смотри, а там какая штука. Вот это да. Это вот серьезная заявка на победу. Лурд во Франции, Гваделупа в Мексике и Казань. Поэтому сюда шел огромный поток паломников. Здесь начнется всеночное бдение. В 7:30 утренняя служба и уже идут крестным ходом, который заканчивается в 9:30. Казанского федерального университета. И вот в этом главном здании большое количество музеев. Исторический музей с Ленинской аудиторией, где скамейка, парта, за которой и сидел Володя Ульянов. Сейчас будем потихонечку подниматься к Казанскому Кремлю. Все, мы перешли на iPhone, потому что камера GoPro 10 Hero, получается, не хочет снимать ничего. Будем снимать на iPhone. Заодно сравним качество, потому что камера в iPhone хорошая. Вот и узнаем. Тоже 4К 60 на 0,5X, то есть на широкоугольный объектив снимаю. Потряхивает, конечно, сильнее. Стабилизатор не такой хороший. Но что делать, как говорится. Спасская башня Казанского Кремля. Она открыта в режиме 24/7. Она на протяжении 5 веков по-разному называлась. Иоанновская, действующая Иоанна Предтеченская. Есть терминал для покупки билетов с оплатой карты. Выставочные залы. Посвященная национальным костюмам народов, которые проживают в Поволжском регионе. Марийцы, мордва, удмурты, чуваши, русские, татары, башкиры. 173 народа и национальности, которые зарегистрированы при Доме дружбы народов Татарстана. Мечеть, конечно, впечатляет красотой. Одна группа, первый этаж, общежитие Полшарин. Поднимемся мы с вами на туристический балкон, не снимая обувь, сверху посмотрим на молельный зал. Ну что так, фитнес, зарядочка. Поднялись. Туристический балкон. Сначала поднимается вот на эту кафедру, которая называется Минбар, где стоит микрофон. Читается проповедь звучит на татарском языке. Потом она спускается вниз и Спускаемся. Мальтийская мозаика. Мекки. Мы занимаемся прозаическим занятием. Ищем туалет взамен того, который не работает. С билетиками вход бесплатно. вот так послушайте. Hey, tourist. How are you? Thanks. Отлично, отлично. Thanks you very much. Можно спокойно рассказать о том, здесь. Про который я говорила, он сохранился. На одной из этих плит
циферки 17:46. Ну, я не знаю, и основную часть храма период разделения эскизов. Сначала храм был эскиз. Трапеза. Правая площадка, куда мы с вами выходим, из исторической части открывается вид на современную Казань. А вот эта ель, по которой мы проходим, слева, под ней была та самая монета, найденная, которая подтверждена тысячелетие Казани. Ляпушки на тему собирают монеты. Из монеток собранные украшения, нагрудный знак, украшения женщин. Отгоняют злых духов. То есть вот эти все языческие традиции, они как бы нарядных украшений тоже присутствуют. Соки, вот и перекусы, горячий чай. Вау! 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 Красивое! Река Казанка, посмотрите, карусель вертится, недостаточно ветра, да? Кто-то там еще катается. Да. Выйдя на эту сразу площадку, чтобы схватиться. Что это такое, сама вот слышала. Потому что здесь были деревянные дома, удобства на улице, трущобы, здание Министерства сельского хозяйства, 2008 год постройки. Стиль такой называется бозар, ну, восточная же эклектика. Это пенсиоз, дворец земледельцев и геншля в сарае. Сарай – это дворец. Или сарайчик. Кремлевская набережная с левой стороны, это 4 километра, которые как раз до моста Милеева. То есть можно прогуляться. Казанский собор, где мы с вами были. Ну, как вам? Понравилось? Очень понравилось. Отличный экскурсовод, не грузит информацией, очень хорошо ее дает, рекомендуем. Зовут ее вот так, сейчас появится надпись. Если приедете в Казань, заказывайте экскурсию на автомобиле с гидом. И это очень удобно, потому что ты в автомобиле отогреваешься и потом идешь уже осматривать. Сейчас идем, куда мы идем? Сейчас мы идем обедать. Мы идем на улицу Баумана, которая здесь главная достопримечательность типа нашего Арбата в Москве. Ее мы помним по предыдущему визиту, который у нас был в марте. Вот эта улица начинается или заканчивается. Большое количество людей прям идет, туристов. Скорее всего, туристов. И они такие распределились. О, я помню, да, мы здесь проходили. Тут выход в метро еще, или выход из метро. О, как листики крутятся. Листья желтые над городом. Мастерская или что-то? Мастерская кота казанская. Казанская кота Казанского. Ну, теперь у нас обзорная прогулка обычных туристов из Москвы. Туристов этот. Приехали мы в Татарстан, чтобы поесть грузинской кухни. Нормально? Ну что же, вот так вот у нас шурпа из баранины подается. Вот мы в Казани посетили такой прекрасный ресторан грузинский Хачапури Марико. Здесь отличная атмосфера и очень вкусно. Пойдем дальше исследовать Казань, а этот ресторан вам рекомендуем. Ну что же, вот мы и шествуем дальше. Довольно и сытый. Бурлеск, мужской клуб. Мне кажется, кто-то писал, что он против вот таких вот фигурок светящихся. До Нью-Йорка. Компас. А, это, вероятно, это центр Казани. О, видишь, бросают монеты. Это центр. До Рима. Как у нас в Москве, помнишь, есть такая нулевой километр? Ой, пальто. Красивый свет вечером какой. Обалденный. Кстати, вот там на площади, там впереди на площади был хороший серф-кофе. И мы там пили кофе в прошлый раз.
Так я вижу, что по цветопередаче, конечно, iPhone выигрывает. Дворец впечатлений. Солнце красиво падает сегодня вечером. Мона Лиза. Современная Мона Лиза. Посмотрим на памятник Шаляпину. Ну что, вот мы хотим сказать, что вот в Казани вот это вот место называется Coffee Shop Company Венская кофейня. Кофе тут отстой. Что, посмотрим, какой в Казани метро. 1,1, думала. Ух ты! О, давно мы с жетонами. Когда вы последний раз опускали жетоны? Нам нужна Козья Слобода. Она тут вот есть. Кремлевская. Выйдя на этой станции, вы можете пройти на территорию Казанского Кремля. Кремль станциясы. Bu станциядан siz Qozon Kremli территориясына шыға аласыз. Кремлевская station. Exit here for the Kazan Kremlin. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Козья Слобода. Приехали на станцию Козья Слобода. Выходим. Утеплились, подготовились. Не хотите ли сыграть и потерять кучу своих денег? Страшный подземный переход. Итак, мы наблюдаем где-то в скверике композицию мальчишки, играющие в футбол. Конечно, это лучше смотреть все днем, но вечером тоже прикольно. Вот они мячик друг другу пинают, видимо. Есть шанс, конечно. Да пошли! Веселое настроение, переходим дорогу. Компания веселых туристов из Москвы. Здесь большой один казан и много маленьких казанчиков. А тот другой дракон, это его типа сын или дочь. Или мать. А, тут вот маленький дракончик сидит. Значит, это мать. Вот это вот дракониха мать. А вот дракон тот сам, вон он там. Что имеете сказать по поводу дракона? Классно. Мне нравится. Смотри, фрес какой, кубики. Вообще. Мускулистый, да. Итак, мы снова возвращаемся в Кремль. Мы тут. Тут. Нам куда? Нам туда. Ну что же, вот мы вечером и увидели мечеть. Кул-Шариф. Чуть-чуть приблизим, посмотрим. Птицы, вы что, куда полетели? Холодно же. Идем в ресторан «Черновар». Это пивной. А завтра уже пойдем в традиционный татарский ресторан. Вперед. С большой толпой туристов. Смотрите, какая красивая башня. Когда она вечером подсвечена. Отель «Шаляпин». Гранд отель. Палас. Шаляпин Палас отель. Ну что же, заходим в ресторан «Черновар». Заходим в ресторан. Поднимаемся. Ух ты, красиво как. Опа! Нас видит наверх. Вау! Прекрасно! Что можно сказать? Ресторан достойный. Цены средние, выше средних. Обслуживание очень хорошее, очень душевное. Вот. Рекомендуем однозначно. Имейте в виду. Итак, турист Юлия. Как вам ресторан «Черновар»? Очень вкусно. А вам вот турист Дмитрий? Ресторан понравился? Понравился, да. Большой ассортимент пивных напитков. И едальной еды. Мне вот понравилось, кстати, пиво «Бакалар». Очень вкусное пиво, безалкогольное. О,
К этому туристу мы пристать не успели, за нам приехал такси. Ну что же, финал нашего первого дня. Мы добрались до номеров наших тесных и пахнущих краской. В целом, отлично мы провели время сегодня. Очень устали. Много чего посетили, много чего увидели, много где поели. Ну и, в общем, сейчас будем немножечко оттягиваться, общаться, безалкогольное пивко попивать, а кто-то и алкогольное. В общем, будем делать все, что положено делать туристам в конце их трудного туристического дня. Доброе утро следующего дня. Ну что же, мы встали сегодня не рано. Обнаружили, что идет снег в Казани. Красиво. Сдали номер. Сейчас едем в кофейню отмокать. Нет желания гулять дальше где-то уже. В принципе, довольно много посмотрели. Будем просто отдыхать. А потом у нас запланирован обед в ресторане татарской кухни. Ну что же, вот мы путешествуем по улице Галактионова улица. В каком-то районе Казани находимся, в котором, в общем-то, не часто, наверное, люди бывают. Не очень центр, но недалеко от центра. Интересно, что вот дома все очень разноплановые. Есть вот старые какие-то дома старинные, а есть совершенно социалистический дом на фоне очень старого дома. И вот тоже старый дом. Переходим улицу, а вот там вдалеке видна Спасская башня. Вон она видна. Ну что, заходим в кафе «Ботаника». Ручка классная. Смотри, сколько всяких клюшечек. Здрасте. Сегодня на эспрессо Пиро Монтеверде. Не просто так. Да, действительно, эта надпись означает, что сахара здесь белого нет. Ну, правда, это не спрашивали. Зато здесь вот такой прекрасный интерьер. Да. А здесь вот еще дополнительная стойка с кофемолками, но почему-то из них ничего не готовят. О, фига себе зеркало. Какое большое. Пойдем посмотрим товары. Смотрите, товары. Есть кофе-клуб «Бейсболки». 1600. Они, видимо, обжарщики, потому что много таких вот. Кофе можно купить. 3D-стикер. 80. Так, кепка мне не подошла, но, в принципе, кепка классная. Мне нравятся вот такие вот интерьеры, типа, когда можно на подоконнике сидеть на широком. Клево же. Вообще отлично, я считаю. И вот такие одноразовые местечки поработать. Мы еще даже не попробовали, а уже зафанатели. Ребята молодцы, у них это единственная кофейня вообще в Казани и вообще. Другой нет. Обжаривают сами, исследуют производство разных сортов. В общем, сейчас будем проверять вкус. Ну что, вот мы принесли капучино и эспрессо и рассказали о том, что это Пиро Монтеверде, мытая обработка. Во вкусе должен я почувствовать орех. И вот такой у них интересный подача капучино в такой классной маленькой чашечке. Сейчас будем пробовать. Что можно сказать про вкус? Вкус приятный, хотя и горечь перехлестывает так немножко. Не морщишься, вот, но насыщенно. Орех я никакой не почувствовал. Ну, тут точно нет никаких фруктов и шоколада. Вот. Хотя что-то, может быть, лимончик какой-то есть. Ну, кислота есть. Мытая обработка, Пиро Монтеверде. Такое зерно необычное. Теперь тебе. Мы находимся
около фонтана какого-то. И памятника какой-то фигуры типа Прометей. Это или кто? Рудольф Нуриев, ты что? Рудольф Нуриев. Это известный танцор? Ну, конечно. Ну вот здесь вот ему, собственно, есть памятник. Вот такой. Фонтан любви. Наблюдаем памятник жертвам репрессий. Так вот он выглядит. Ну что ж, мы пришли вот в кафе «Ранняя пташка». Кстати, это был в том доме, который мы видели снаружи. О, вход есть. Здесь много народу. О, какие круассаны вообще четкие. Классные. Ну что же, мы побывали вот в этом кафе «Ранняя пташка». Можем сказать, что очень вкусно здесь. И капучино правильный, вкусный, хороший баланс. И фильтр. Но в целом есть один большой минус. Очень шумно, очень громко. Прям такой гвалт, что еще невозможно разговаривать. Поэтому, наверное, мы сюда снова бы не пришли. Поверните налево на Кремлевскую улицу, а затем перейдите дорогу. Зачем нам? Мы уже на Кремлевской улице. О, поехали. Резвей, резвей, резвей. О, тут роспись на стенах. Интересно. Надо же, прям картина. Красивая такая надпись. О, там аттракционы. До конца маршрута 50 метров. До конца маршрута 50 метров. Поверните направо. И какая классная набережная. Вы Почему на что не месте. пошли? О, вот они. Одни из наиболее популярных. Туристы. Вы из Москвы? Да, это мы. Чего пьете? Ну, красота. Крепкий чай? Или не очень? Как мы любим. Вы прям около лося? Можно хвост занести лосю. Бронировать будем? Ну что же, вот мы посетили этот прекрасный ресторан. Кухня действительно хорошая, национальная. Отличный интерьер прекрасный. Вот даже видно снаружи, какой он там внутри классный. Видно, что вот здесь вот на нашем месте, где мы сидели, вот так вот можно у окошка сидеть классно. Вот здесь, видимо, летняя веранда бывает, когда лето. Можно и летом сидеть. Ну и классно то, что он прям на набережной. Такая прекрасная набережная тут. Снаружи это выглядит вот так вот. Ну, красивое здание, мощное. Ям-Яшел. А в некоторых написано Ям-Яшель. Декоративная зона. Олень-лось, а этот вот олень без головы. Или это какой-то олень с маленькой головой. И медведь есть. Ну, на этом мы заканчиваем наш репортаж из Казани. Подписывайтесь на канал, смотрите наши другие ролики. Если вам понравилось, поставьте лайк, напишите какой-нибудь комментарий. Были ли вы в Казани? Как вам тут нравится? Что здесь еще можно посмотреть классного? Если вы из Казани, спасибо вам большое за гостеприимство. Город очень гостеприимный, мы очень довольны, как туристы. В принципе, для туризма здесь все есть. Все очень здорово. Мы сюда, наверное, еще вернемся, может быть, летом. Ну, как всегда, хочется вернуться летом туда, где ты был зимой, весной, осенью. Всего вам доброго. Спасибо еще раз за просмотр. Пока.